Что тебя скоро порадует? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Ух ты, ребят, да вы-то у меня совсем такие мальчики непростые. Сегодня у нас пришел сам император. В принципе, частенько он у нас выпадал в сигнификации раньше. О чем это говорит? Что, в общем-то, по своей природе вы человек с характером. О чем это? Это не говорит о том, что вы там злюка такой-сякой. Нет, ни в коем случае. Вы мне вообще самые лучшие. Все, кто у меня на канале, все мои подписчики, гости канала, все самые лучшие. Смотрите, поясняю. Вы умеете, если того требует ситуация, поставить человека на место. Вы умеете очень так деликатно, да, порой подходить к каким-то моментам, но в то же время борзеть вы мало кому даете, да? Единственное, вот борзеть вы можете давать это людям любимым, ну, может быть, кто-то детям, внукам, да? А вот то, что касается социума, да, вот, допустим, работа, там, друзья, приятели, финансы и так далее. Здесь вы, конечно, частенько можете показывать характер, но вы этого не любите. Вы стараетесь вот как-то по-хорошему, да, вот по-хорошему до последнего решать все проблемы, заботы, хлопоты. Опять-таки мне показывает, что многие среди вас связаны с формой, с армией. Вот вы, ребят, вы настолько ностальгируете, вот, ну, скажем так, по гражданской жизни, да, мы не будем углубляться в эту тему, но то, что вас это все достало, там, где вы находитесь, вам настолько тяжело, вам настолько опасно там находиться, где вы находитесь, и вы это все понимаете. Вам поскорее так хочется домой. Многие из вас соскучились за домом. У кого-то может проиграться, что даже, может быть, вам снится дом, да, вот такая вот прежняя жизнь, как когда-то было хорошо. Мы не будем сильно углубляться в эту тему, потому что, ну, как-то это все печально, да, то, что происходит, это просто трэш. Далее, император, о чем это, да, вот какие вы, может быть, кто-то не догадывается, какой вы на самом деле, потому что окружающие могут очень по-разному о вас отзываться. И давайте-ка мы сейчас уточним, смотрите. Ну, вам так и везет на женщин. Ну, что я могу сказать? Везет, конечно же, в кавычках. Многим из вас попадались женщины, которые либо сами увлекались магией, занимались, либо же куда-то ходили, могли гадать на том же Таро, да. Вам попадались женщины продуманные, ну, такие материализованные, материально направленные, да, вот как-то вот без выгоды они не ступят шага. Есть среди вас те, которые познакомились по интернету, может быть, даже вот, ну, то ли вы к ней переехали, либо она к вам переехала, да, ну, то есть это такое очень большое расстояние между вами. У кого-то может проиграться, что вы сейчас, может быть, даже общаетесь с женщиной из другого города, либо же из другой страны. Давайте сделаем маленький такой опрос. Ребят, вот кто-то из вас, давайте немножко так и опрос сделаем, ну и пошалим, да, ну вы же знаете, люблю я пошалить, ну без этого никуда. Напишите, давайте возьмем, ну, начиная с осени, да, хоть у нас уже, ну, считайте, середина осени, вот после лета, за осень, да, вот половинка осени, кто-то из вас влюбился хоть немножко или нет? Только не шалите, ребята, то я знаю, вы сейчас начнете мне половина писать, что вот там вы мне и замуж предлагаете, и в мой голос влюбляетесь. Мне, конечно, приятно, спасибо большое, но я сейчас не о себе. Я вот реально вот в какую-то женщину за последние, ну там 1,5-2 месяца влюбились, может быть, ну так, хоть немножечко сердечко ёкнуло, как-то затрепетало, да?
Вот напишите, очень мне интересно, вот есть хоть какой-то сдвиг, да, ну, я имею в виду не сдвиг по фазе, да, а сдвиг вот именно в позитивную сторону в ваших личных отношениях. Ну, не могу я без юмора, ребят, уж простите, если кому-то нужно очень серьезное такое общение, очень серьезный такой расклад Таро, но это тогда точно не ко мне. Я всегда по жизни стараюсь как-то совмещать и серьезные вещи, да, когда нужно, конечно, я могу быть серьезной, я могу и так послать далеко надолго, если кто-то сильно нарвется. Ну, а так я, в общем-то, белая, пушистая, хорошая. И, кстати, это по голосу слышно. Вот почему мне многие люди... Я сейчас не хвастаюсь абсолютно, вот просто вот факты из моей жизни, да, вот буквально недавно мне даже вот на личные расклады обращаются люди, говорят, ну почему я вам доверяю, да, вот что-то у вас такое есть, вот, говорю, ну, наверное, в голосе вы слышите, да, вот какое-то доверие, доброту, да, ну, то есть искренность, может быть, потому что я к людям так отношусь, потому и вы ко мне тянетесь, и пишите мне приятные теплые слова, поэтому вам огромное-огромное спасибо. Но немножечко я попела себе дифирамбы, да, вы можете тоже еще попеть мне дифирамбы, я не откажусь, я всегда с удовольствием читаю. Ну, погнали дальше. То есть, а вы человек с характером, но вы умеете быть, да, и мягкий, и твердый, и вообще такой, ну, по ситуации. Надоело вам суетиться, надоели вам какие-то житейские заботы, хочется покоя. Но покой вам только снится, да, потому что в руках нужно держать, кому-то содержать, помогать, может быть, родителям, детям, внукам, да, кому-то еще у вас, ну, знаете, как будто ответственность какая-то есть. Даже те из вас, которые разошлись, но если у вас есть дети, но вы патологически ответственный папа, вы любящий папа, вы финансово помогаете, причем вы можете даже, помимо алиментов, вы все равно подкидывать можете копеечку, да, вот напишите, если кто из вас, все равно еще сверх этой суммы вы, может быть, даете какую-то сумму на своих ребятишек. И это для вас нормально, это, в общем-то, нормальный процесс, потому что вы любящий папочка. Ужасно не любите женщин с характером. Ужасно. Вот вам хочется такую, знаете, кроткую, белую, пушистую, такую лояльную. Вот чтобы вы были с ней таким тандемом. Многие из вас очень чувственные, многие очень нежные, ласковые. Не забываем, что это общий расклад, поэтому я так уточняю, да, чтобы вы мне не писали, что нет, я не такой, да, я не такая, я жду трамвая. Поэтому кому-то что-то подходит, кому-то не подходит. Итак, шалим дальше, да. Вы человек, который, наверное, уже будет держаться подальше от вот этих всех характерных женщин. Вы даже если сейчас вот знакомитесь с женщинами, да, неважно, в интернете, либо же в жизни, и если вы увидите, хоть немножечко она хоть как-то вам показала свой характер, хоть как-то она попыталась взбрыкнуть, вы будете прощаться с легкостью. Вот вы уже не терпите, вот вы натерпелись, в вашей жизни уже была вот эта мечевая королева, да, которая у нас выпала. Поэтому второй раз на те же грабли вы скажете, да ну его нафиг такую женщину, чтобы я опять вот это с этой нервотрепкой общался, да, либо же жил тем более. Хочется покоя, хочется стабильности. Вы такой человек, вот если к вам по-хорошему, да, это, кстати, у нас тоже уже, по-моему, даже не первый раз выпадало, не один раз в сигнификации. Вы такой человек, если к вам по-хорошему, если ценят то, что вы делаете для других, ну, вы реально, вы можете быть такой, ну, супер заботливый, супер нежный, супер ласковый. Опять же, вы будете смотреть, вот особенно в последующие годы, последующую жизнь вашу, да, вы будете очень сильно обращать внимание на отдачу женщины. Только так и никак иначе. Потому что вы уже, ну, накушались, да, то, что плавает и всплывает, правда, в своей жизни. Поэтому больше вы не хотите повторения этой ситуации, будете присматриваться, вот этих всех женщин-амазонок, таких крутых, но с характером, вы будете посылать. Хочется тепла, хочется любви, и у вас у многих тотальная нехватка любви, нежности и ласки. Даже если вы мне скажете, да у меня есть женщина, у меня есть роман,
Да, я все понимаю. Но роман это одно, а любовь и все, что ей сопутствует, да, нежность, ласка, да, тот же кекс, он бывает абсолютно разный с любящим человеком и с любимым. И просто какой-то романчик. Я даже не беру во внимание, если кто-то из вас, ну, простите, там, я не знаю, на трассе пользуется. Для меня это вообще помойка. Я не знаю, любой уважающий себя мужчина не будет этого делать. Простите, если кого-то обидела, но это ваш выбор, если кто-то такими услугами пользуется. Ну что, погнали смотреть. Что же вас скоро порадует? Да, я буду сейчас описывать разные ситуации. А вы переворачивайте под себя, кому что подходит. И не забываем, что это общий расклад. Божечки, как же холодно, ребят. Я так замерзла. Надо меня отогреть. Срочно. Я хочу лето. Включите мне лето, пожалуйста. Кто-нибудь включите лето. Так, смотрите, у кого-то из вас намечается, ну, гулянка. Может быть, вас уже пригласили там на день рождения, какое-то празднество, может быть, корпоратив. Причем это будет, ну, такая небольшая тусовочка. Будут очень близкие люди, будет очень теплая такая классная атмосфера. Вы реально здесь отдохнете душой и телом. Потому что вам ужасно тяжело вот сейчас. Ну, в принципе, я уже сказала, что императору тяжело, да? Император точно такой человек. Вот какой бы вы ни были, сильный, могущественный, там, выносливый, но иногда бывает опускаются руки и у императора. Иногда такое сломление какое-то бывает в душе, да? Бывает перегруз. Поэтому вам просто будет жизненно необходимо вот это вот, ну, такая гуляночка небольшая. И неважно, пусть это будет 2-3 человека, пусть это, может быть, будет компания какая-то, встреча старых друзей. Неважно, где, с кем, главное, что вы там отдохнете душой и даже не отказывайтесь. Потому что среди вас есть те, кто могут, допустим, получить приглашение на тот же день рождения, да, а потом вы скажете: ой, нет, извини, я там занят, мне там нужно и то, и это делать. Поэтому я вам не советую отказываться, вам просто жизненно необходимо. Вы устали, вы выдохлись. Ребят, поберегите себя и свое здоровье, иначе надломитесь. Нельзя бесконечно работать, решать какие-то проблемы. Даже сильному императору иногда требуется отдых. Далее кто-то из вас получит, ну, такое класснючее очень, может быть, смс кто-то получит, либо же это звонок. Ну, то есть это будет известие по поводу, скорее, работы, финансов, да. Может быть, кто-то ждет, вот возьмут вас на работу, не возьмут. Может быть, кто-то уже прошел собеседование, кто-то, может быть, еще какие-то моменты. Здесь может быть и повышение пар. Ну да, здесь финансы, потому что мне показывают у вас, у кого-то, ну реально сейчас финансы поют романсы. Но вот ситуация будет исправляться, причем очень круто исправляться, денежка у вас появится. И я так подозреваю, что это будет, ну, скорее всего, переход на новую работу, да, вот, либо же захотите уволиться, да, потому что вот эта работа, которая сейчас, она может вас категорически не устраивать. То есть улучшение по финансам, ребятушки. И знаете, мне показывают, что вот те из вас, кто много чего себе отказывал, да, вот вы все-таки плюнете и решите, ну, может быть, что-то купить, да, то, что когда-то хотели, но все так откладывали, может быть, экономили, может быть, на близких людей тратили деньги, да, а на себя уже в последнюю очередь. То есть, смотрите, мне показано, что вы вот, ну, как будто осуществите какую-то свою мечту, да, может быть, кто-то съездить куда-то захочет, да, но опять же, у кого как проиграется. Вы ведь по своей натуре, хоть и император, да, но вы все-таки вот, ну, привыкли экономить. Вот на себе, я подчеркиваю, на себе вы привыкли экономить. И будут у вас еще ситуации такие, что придется улыбаться, знаете, это будет, у кого-то это будет смех сквозь слезы, да, потому что опять-таки мне показывает, душа болит, а сердце плачет. Здесь, ну реально, ребят, и так, и сяк, смотрите, мне показывают, что
очень большое истощение. И если вот вы отвлечетесь, если вы куда-то поедете, да, то это будет только на пользу вашему здоровью. Вот вы реально покайфуете. Можете даже кто-то в дом отдыха поехать, я не знаю, кто-то, может быть, у вас где-то, ну, домик в деревне, да, вам нужна перезагрузка, и тогда вы ощутите, какие, ну, просто силы, новые силы к вам приливают. Трансформация идет, ребят, трансформация. Ух ты! Так, ненужное мы прикроем, да, то, что у нас запрещено. Ну, смотрите, кого-то из вас пожалует ваша бывшая мадама, да. Это проявление вашей бывшей корыстной дамы, причем здесь может быть ситуация, когда вы длительный период не общались, но она пожалует, здравствуйте, приехали. Она пожалует к вам, как бы, так знаете, с прощупываниями. А вдруг получится вернуться, а вдруг получится что-то наладить. Причем она может проявиться, когда у вас появятся деньги. Вот, ребят, вот, ну, попомните меня. Вот когда у вас начнут увеличиваться финансы, расти финансы, да, когда вы более-менее такой обеспеченный станете, она ведь все мониторит, она ведь про вас много чего знает, да, причем у нее свои такие есть, ну, оповещения, да, неважно, от знакомых там, либо же еще как-то она мониторит о вашей жизни. Вот тогда она объявится. Ужасно не хочет, чтобы в вашей жизни появилась новая женщина. А она-то у вас появится. Ваша кубковая королева появится не за горами. И вы будете готовы вкладываться уже в новую женщину. Эта бывшая ваша тоже, она как будто почувствует, что вы загорелись другой женщиной, что вы влюбились. И она очень так активизируется. Вроде бы так с примирениями, вроде бы как она все осознала, поняла. Давай попробуем, да, вот может быть поживем, да. Ну, то есть, ребята, вот слушайте свою интуицию. У вас классная интуиция, и я думаю, вы все-таки поймете, что она просто будет притворяться, вот бывшая, когда к вам начнет подлезать. Точно так слушайте интуицию, когда вы повстречаете новую женщину, это будет, ну, реально женщина, которую вот вы с первого взгляда прочувствуете. Вот именно интуитивно вы ее почувствуете, что это ваш человечек, что это родной человечек, и вот активизируйтесь, активизируйтесь. У вас все получится, она станет вашей любимой женщиной, любящей, и все у вас будет классно. Ну, а бывшую, я думаю, многие из вас пошлют. Эта карта, вот, да, у нас 7 мечей, она очень классно говорит. Вот вы ее и пошлете, да, далеко и надолго, с ее какими-то примирениями, с ее какими-то лживыми, фальшивыми речами. Пусть она идет куда подальше, правда? У кого-то из вас прибавится работы, но это будет только в плюс. Ну, ребят, это немножечко попозже, это не в самое ближайшее время. Здесь могут, ну, смотрите, к примеру, да, ну, поскольку это общий расклад, у всех разная работа, здесь, может быть, вам сверх нормы что-то дадут, да, вот какую-то работу подкинут. Может быть, вы будете кого-то заменять, да, кого-то сократят, либо же кто-то заболеет, там уйдет в отпуск. И вам эту работу от вашего коллеги могут навесить, так сказать, да, поэтому работы будет ой-ой-ой. Так, мои хорошие, те из вас, кому сейчас хреново, да, может быть, даже проиграться, если вы сейчас болеете, может быть, какое-то лечение проходите. У вас идет избавление, у кого-то это избавление от порчи, да, вот вы реально захотите, кто-то почиститься, да, вот, может быть, защиту поставить. Вы это изымите из своего организма раз и навсегда, чисточку сделайте. Кто болеет, тоже у вас идет выздоровление. Если у кого-то из вас, ну, допустим, может быть, ну, не очень такая простая болезнь, да, поскольку они бывают разные, обострения хронических болезней. Но здесь, да, здесь придется, конечно, и денежек много потратить, и лечение, длительную реабилитацию, может быть, пройти, но вы избавитесь от своей болячки. Кому-то может светить операция, но эта операция будет в плюс.
Пусть она вас не пугает, потому что вы избавитесь, ну, наконец-то от того, что, может быть, ну, длительный период болела, да, может быть, какая-то там, я не знаю, система у вас, там, орган какой-то болел, проблемы были. Поэтому, если вам будут советовать операцию, то, в принципе, соглашайтесь, потому что, ну, тоже ходить мучиться и терпеть боль, это не очень-то хорошо. Кто-то из вас повстречает человечка, которого давно не видели. Очень теплая встреча. Может быть, смс, кто-то в жизни встретится, да, кто-то позвонит. Ну, то есть это будет такой, знаете, эффект вау. Давно не виделись, давно не слышались, да, вот, ну, такое вот классное, как будто привет из прошлого, привет из детства. Очень теплые будут общения с этим человеком. Опять же, у каждого по-своему проиграется, потому что у каждого есть свой дорогой человечек, да. Ну и, конечно же, у кого-то из вас откроются глаза на человечка, который есть рядом. Вы, кто-то вот взглянете на близкого человека под другим углом. Под другим углом, причем даже вот если вы сомневались в каком-то человеке, неважно, да, у всех будет по-разному. Кто-то, может быть, в друге сомневался, кто-то в коллеге, кто-то, может быть, сейчас в женщине вы сомневаетесь. Вот совершит человек такой поступок, что, ну, реально это перевернет все ваше такое мироощущение и ваше отношение к этому человеку. И реально, ну, поменяется отношение в лучшую сторону. В общем-то, ребят, так, если коротко, ближайшее время будет, ну, такое очень плодотворное, да, и в любви, и во всем, да, болячки ваши уйдут, да, у кого-то это будет просто более длительный процесс в зависимости от проблемы. Работа будет. В общем-то, я думаю, большинство из вас, ну, ближайшее время порадует. Поэтому не вешать нос, вы у меня императоры, все будет хорошо. Кому понравился расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!